Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за вашу поддержку, за ваше внимание, за лайки, за подписки, за комментарии. Спасибо вам. Напоминаю, на моем канале в списке воспроизведений находится папка экстренной психологической помощи «Сама себе психолог». Там собраны ролики, которые убирают ментальные блоки, лечат синдром хорошей девочки и возвращают вам вашу корону. Ну а тема сегодняшнего расклада звучит так. Сглаз на благополучие. Кто же пробивает твое поле своими негативными мыслями? В сегодняшнем видео вы узнаете, кто создает это напряжение. Какой человек, да? Завистливый, какой-то неудовлетворенный своим положением, сравнивающий. Узнаем, что именно он транслирует, этот человек, какие сигналы, обесценивание, недоверие, какая-то, может быть, пассивная критика. И почему, собственно, это направлено на вас? Какие-то внутренние причины. Ваш рост, контраст, может быть, с его ситуацией, какое-то задетое чувство собственной значимости. Все узнаем. Досмотрите, пожалуйста, до конца. Сегодня мы точно с вами вычислим того, чей дурной глаз направлен на вашу карьеру или на личную жизнь. Итак, начинаем. Кто же создает все это напряжение? Какой тип человека? Завистливый, сравнивающий, тот, кто не удовлетворен своим положением или вообще по жизни не удовлетворен. Сейчас все узнаем. Кто он? Ух ты, ё-моё, вам повезло, девочки. Джекпот. Тут вас сглаз на благополучие, кто пробивает твое поле своими негативными мыслями. Тут группа лиц женского пола, да? Ну, это может быть какая-то прям, я не знаю, даже у кого-то это коллектив. В коллективе дамочки такие, у кого-то это может типа а-ля бывшие подружки, да, с которыми пути дороги разошлись. Будем уточнять, что за девочки такие, женщины. Кто создает это напряжение? Кто создает это напряжение? Токсично, посреднее. Угу. Скорее всего, знаете, это какая-то группа женщин. Вполне возможно, они находятся под одной крышей, периодически даже. То есть это то ли правда рабочие какие-то взаимоотношения, вы поняли, эти коллеги по работе, то ли это могут быть бывшие коллеги по работе, это могут также быть какие-то из прошлого, да, вот, допустим, вы вместе обучались, там, периодически встречались, потом пути дороги ваши разошлись с этими девочками, да, у каждого своя жизнь, там, вы переросли эти взаимоотношения, вам скучно, вам неинтересно. Они могут периодически общаться, встречаться, а вы можете игнорировать. Вот карта гроб еще можете избегать этих каких-то совместных встреч. Так, о чем это? И причем тут больше в этой группе, знаете, как лидер есть. Лидер, который может быть как зачинщиком всех этих каких-то разговоров, которые направлены негативные, да, как-то в вашу сторону. При этом она, вот эта женщина, она показывает себя абсолютно, может быть, в отношениях с вами как-то благодушно, может показывать, что, в принципе, у нее все хорошо, у нее все замечательно, и ты даже ничем подумать не можешь, что, ну, а что на мою сторону так как-то вот направлено. А тут, в общем, вот их какое-то такое отношение к вам токсичное. За спиной держит меч, кинжал. То есть в лицо могут улыбаться, а за спиной какие-то не очень красивые дела.
как минимум обсуждать вашу жизнь, как минимум какие-то двуличные такие быть, двойные стандарты, да. Опять-таки, волк в овечьей шкуре, это опять про то, что вы, может быть, даже их и таки не считываете, они камуфлируются. Не знаю. Мне такое, как будто бы вы периодически с ними все равно общаетесь. Может, вы не хотите, тут выскакивает карта лед. Вы сами стараетесь замораживать это общение. То есть нет такого, что навстречу бегом к ним спешите, да? Так, все-таки давайте посмотрим. Это больше коллеги по работе? Да нет. Это ваши бывшие какие-то подружки. Это очень похоже. Это настоящие ваши подруги? Нет. А это, может быть, девочки, с которыми вы там обучались, да, вот как под одной крышей. Может быть, даже еще раньше. Это может быть школьные какие-то. Еще раньше ребенок показан, когда вы были детьми еще. Ну, правда, очень похоже. У кого-то это может проиграться как бывшие коллеги, да, какие-то. Бывшие подружки. Да, это бывшие подружки. Ну, понятно, если вы вместе там обучались, там была какая-то, допустим, у вас ячейка, да? Ну, и знаете, могут быть абсолютно разные там девочки с разными там историями жизненными, но вместе свело там одно учебное учреждение, да, хочешь не хочешь, приходится как-то друг к другу приспосабливаться и находить общий язык. Вот вполне возможно, вы вот среди этих девочек тоже были вот частью какой-то группы, но потом вполне возможно, да, вы как откололись от этой группы. Это что вообще? Луна, что? Инициатива. Ну, тут, в принципе, показано. Каждый пошел своей жизнью, у каждого там больше, может быть, даже у вас больше внимания ваше было направлено на мужчину какого-то, на взаимоотношения с мужчиной, на построение отношений. Ну, у них тоже, наверное. Ну, тут, может, они больше инициативы проявляли для того, чтобы сблизиться с вами. А тут я вижу как-то по этим картам, бы вы не особо хотели с ними поддерживать отношения, сближаться, уже не знаю, может быть, знали о каких-то вот подводных течениях. Ну, такая какая-то мне ситуация интересная показана. Вот эти вот дамочки, они периодически пробивают ваше поле своими негативными мыслями. Основное, я даже пока не буду смотреть, почему, мы посмотрим дальше, да, почему они так настроены в вашу сторону, но больше мне показано, в принципе, как-то основной зачинчик этих каких-то разговоров. Внешне она может быть по принцессе, ну, такой образ, типа состоявшаяся, удовлетворенная жизнью, гармония, знает, до чего хочет, к чему идет. Но при этом, при ближайшем каком-то, ну, уже не знаю, общении всплывают такие какие-то нехорошие какие-то подробности. Это о чем? О том, что двойственная, двуличная, тут прямо уже можно сказать, волк в овечьей шкуре, и токсичная. Почему-то вот именно в отношениях с вами вот ее как будто что-то задевает. Вот. Может быть, то самое, что вы не хотите дальше общаться, как будто бы вы стараетесь от этого всего подальше держаться. Может, это ее задевает. Дальше посмотрим. Подпишись на канал и поставь лайк. Давайте посмотрим, что же группа лиц этих женщин, что они транслируют, какие сигналы в вашу сторону. Ну, пытаются вас обесценить. Как-то, может, скептически как-то так общаются с вами. Знаете, подколочки всякие, они, ну, когда все так разговаривают друг с другом, и ты понимаешь, ну, это всего лишь как, ну, как ритуал какой-то, да, можно так пошутить. Но когда вы понимаете, что это именно в вашу сторону направлены вот эти вот такие какие-то скептические замечания, эти подколочки, а
а в их сторону такого не наблюдается, да, и если вы в ответ можете точно так же ехидно как-то что-то себя проявить, то с их стороны какое-то недовольство, непонимание, как посмели, да, тут это сигналы о том, что они воспринимают, что они вправе, карта токсичность, разбитое сердце, вот как-то так проявляться, да, а в их сторону вот они этого не терпят. Может и такое быть. Недоверие, что они транслируют, пассивная критика. Давайте посмотрим, что именно эти дамочки транслируют во взаимоотношениях с вами, в общениях с вами. Какие сигналы? Вот первое, что мне вышло, они почему-то транслируют невозможно, карта зеркала токсично. Вот подчеркивают в принципе, как будто бы вы другая, вы не такая, как они. С одной стороны, это даже может быть лестно для вас, но с другой стороны, тут они, это с токсичным каким-то таким подтекстом. Вот чем-то вы не такая, как будто бы то ли до какого-то а-ля их уровня в чем-то не дотягиваете, то ли в принципе как-то вы себя так, нестандартно, может, по их меркам проявляете. Вот тут любое какое-то ваше, может быть, проявление, там уж не знаю, увлечение чем-то, той же эзотерикой, да, даже психологией, это будет сразу как-то так скептически восприниматься. Если любая другая, там уже не знаю, из их окружения женщина тем же самым будет заниматься, то это воспримется нормально, прикольно, интересно, да, давайте пообщаемся. А с вами то сразу будет куча таких, знаете, подколочек, наводящих вопросов, скепсис, да, вот тут вот. Она не такая, как мы, да, невозможно вот ей быть такой, как мы, вот она другая, и с негативным, и все какие-то новости по поводу вас сразу вот так вот воспринимаются, знаете, это из той серии. Допустим, у меня пример был. Я получила второе высшее образование, да. Я особо ни с кем этим не делилась, просто информация как-то так. И тут же я не спрашивала ничего одобрения. И какая-то из прошлого там, и общались там а-ля бывшая подружка, да, которая появляется раз в 3 года. И она тоже так что-то сама спросила, я ей вообще без каких-то комментариев, да, ответила, да. И она... и зачем оно тебе? У тебя голова от этого не болит. И что? И что оно тебе даст? Не как будто бы применение тому какое. Уже изначально очень много негатива, да? Она даже не спрашивает, она даже не хочет услышать мой ответ. Более того, я не намерена была с ней ничем либо делиться, да? Я вот только этот диплом получила, вот, допустим, 2 дня назад, да? И уже изначально вот такое какое-то негативное вот свое мнение, обесценивание сразу же. Я, слава богу, я это понимаю в моменте. Мне прям смешно стало, даже я улыбнулась. И слушаю ее дальше, и понимаю, как она себя накручивает. Я думаю, бог ты мой, куда что дальше все к чему приведет. Вот тут вот такое же может быть. Так, какие сигналы подают? В чем проявляется? Вот говорят, они как в прошлом вот, были этими волками в овечьей шкуре, они такими и остались. Какие-то вот из прошлого подколочки, может быть, те, которые мимо вас проходили раньше, вы на это не обращали внимания, не акцентировали, не сопоставляли. Но сейчас-то вы уже понимаете, вы сопоставляете. Скорее всего, вы держитесь так, на вытянутую ручку. Что именно могут транслировать? Могут транслировать в моменте, что они могут тут какие-то траты, какие-то у них... баснословную, да, причем это может быть распиарено, на самом деле тут волк в овечьей шкуре, тут карта тоже ребенка, который тут в ободранных штанах, в разорванной рубашке, то есть какие-то понты могут быть, вот, могут действительно в моменте себе там материально что-то позволять, и это как провокация с их стороны, да, вот, как какое-то хвастовство, но с таким подтекстом, чтобы узнать, а у вас как,
Типа, между прочим, вот яхту, ну и даже не она купила, муж ее там купил, да, она вряд ли эту яхту, это девочка, судя по вот этим каким-то, муж ее там какой-то купил яхту себе, да, допустим, да, и тут же с таким подтекстом: а у вас есть яхта? Ну, я утрирую, но вы поняли, да? А вы говорите: да нет, у меня вообще это, морская болезнь. Какие яхты? Мы только вкладываем в космонавтику, да? Ну, что-то из этой серии. Ну, как-то так. Понты. При этом цель этого где-то вас задеть, может быть, даже показать, насколько там кто-то из них материально может больше себе позволить в моменте. Такое. Какое-то такое, как детский сад, честно. Мне прям интересно, в связи с чем это все вот у них так оно. Почему? Тут обесценивание, тут желание на вашем фоне, на вашем, боже мой, на вашем фоне, на вашей пони, на вашем фоне где-то самоутвердиться. Другое дело, у них не всегда это получается, но вот как-то им хочется. И подчеркнуть: ты все равно, ты не такая, как мы, да слава богу, я смотрю на этих дамочек, это просто прекрасно, что вы не такая, как они. Смотрим основной вопрос, который меня прям интересует. Почему же вот это вот такое негативное какое-то влияние, да, от глаз на благополучие, кто пробивает твое поле своими негативными мыслями? Почему вот этот весь негатив, он направлен на вас? Почему? Какие внутренние причины? Твой рост, контраст с его ситуацией, задетое чувство собственной значимости. Что? Почему это все направлено? Ну вот тут сразу и ответ. Говорят, может быть, раньше вы там, но если это, ну я не говорю, что там с горшка друг друга знаете, с ясель, с каких-то, с детского сада. У кого-то это школьное, у кого-то это юношеские, там, не знаю, в институте учились. Там почему-то как-то вот такое даже, вот настолько вы можете близко друг друга знать. Как будто вас многое объединяло. Вы были, может быть, примерно одинаковы. Или же, ну, тогда еще, может быть, как-то разница это была не настолько явственно, да? А сейчас вот в принципе показано, эта карта диссонанс. Видите, головка женская обычно красивая, и тут несоизмеримо длинная шея. То есть настолько какая-то вот разница у вас, она действительно проявилась. А сейчас почему? Почему это все направлено на вас? Почему? Ну, основное, я так вижу, ваше желание где-то изменить свою жизнь, несмотря ни на что, да, у вас тут особо легкая тоже жизнь не была, я думаю, у вас были предательства, и подъемы, и падения, но у вас желание все равно как-то, может быть, вырваться из какого-то замкнутого этого круга, может у кого-то даже из какого-то окружения токсичного вырваться, перейти на другой уровень. И это в вас, оно сидит, и они это считывают, это их задевает. Я уже не знаю, это из той серии, да, как, допустим, там вместе обучались чему-то в каком-то училище или в институте, какой-то провинциальный городок небольшой, да, а у вас желание, ну не обязательно там покорить столицу, но действительно как-то себя так реализовать, может быть, даже реализовать себя в каком-то таком амплуа, какую-то профессию такую обрести, или хобби у вас такое, которое, вы понимаете, в этом маленьком городке вам мало места, или реально вы видите себя более как-то масштабно. И это не потому, что вы там кого-то презираете, или вы обесцениваете вот этот городок, да, вы, думаю, там можете испытывать массу каких-то прекрасных, замечательных так, эмоций к замечательным людям, которые там проживают. Но дело в другом, дело в видении вас внутри, своей жизни, своего где-то призвания,
того, чего вы хотите достичь в этой жизни. Для них это как, ну, не знаю, некрасиво, наверное, скажу, выскочка, не выскочка, ну, как будто бы возомнила о себе тут. Что-то такое вот. И у них желание вас на место поставить. Дабы вы тут даже не пытались. Вот. Такое мне идет. Так странно это все. При этом, почему направлено на вас? Ну, тут у многих неудачи в личной жизни. У многих, в принципе, как будто бы... Они, кстати, встречаются довольно-таки часто, общаются. Вот та группка вот этих женщин, которые... Может, и раньше вы как-то принадлежали к их группе, если можно так сказать. А у них по поводу вас и информации-то мало на самом деле. Но пытаются узнавать. При этом так интересно, если что-то действительно такое стоящее, интересное, как что-то в вашей жизни происходит, то, что для вас является источником гордости даже, да, вот как это ваше... Ну, вы прикладывали усилия, вы достигли там чего-то, для вас это значимо. Они могут это обесценивать в моменте, они могут вообще об этом даже не говорить, как будто этого не существует. Но если у вас там элементарно какой-то период случается тяжелый, вы в какую-то затруднительную ситуацию попали, то это может так обмусоливаться тут, 1000 раз это вот выносить будут на обозрение публики и свои какие-то тут оценки давать. Такие, какие-то, извините, у меня в голове гнилые люди какие-то тут. И до конца даже, я толком не понимаю, почему вот они сами видят, что вы другая, вы не такая, как они. Может, в один момент вы это вот прочувствовали, вот это вот, как они там, может быть, о ком-то отзываются. Как какие-то, правда, пауки в банке. Двойные какие-то стандарты. Вы это прочувствовали, может быть, вы сознательно отдалились от этого. И вам, скорее всего, этого как не прощают. И плюс это желание ваше, повторюсь, где-то реализоваться, в чем-то новом, сделать свою жизнь более яркой какой-то. Повторюсь еще раз, как из какого-то замкнутого круга, вот в котором вы вот как находитесь, по кругу вы бегаете, вот желание у вас вырваться. И это все вызывает такое, скепсис. Получается, это внутренние причины, это ваш рост, попытки вашего даже роста, попытки где-то изменить ситуацию текущую. У них тут у многих, особенно у одной из них, задето чувство собственной значимости. Как будто бы, может быть, раньше вы по-другому реагировали. Больше внимания, может, уделяли там. Общались, а тут как будто бы вы так на вытянутую ручку, и это задело. Желание вам как-то даже досадить. Такое вот. Могут вас, кстати, еще выставлять в таком плане, в таком фоне, если у вас тут какие-то там временные неудачи, могут рассказывать о том, что, вы как в юности, допустим, чуть ли не в детстве, когда у вас был общий дом, я имею в виду, там у кого-то это школа, у кого-то институт, тут общий, как будто бы вот из прошлого параллели какие-то проводить. Типа, вы раньше как будто у вас глаза были завязаны, то есть в чем-то вы то ли не очень хорошо разбирались, то ли в людях, то ли в мужчинах, то ли в какой-то ситуации. Вот и вы из-за этого страдали, тут как ребенок. Могут какие-то параллели вот такие проводить. Типа а-ля, вы как ребенок какой-то, смышленый, несмышленый, но где-то наивный, где-то как ребенок мало в чем-то опыта, где-то может, поступки какие-то вот ваши, опять-таки, могут как под лупой рассматриваться под увеличительным этим стеклом и какие-то выводы делать, которые вообще далеки максимально от истины. Это их, типа... Вот я вообще даже не могу до конца понять, это что? Это вы просто для них как кость в горле, я не могу понять. Основное, почему такое отношение с их стороны к вам? Вы ведьмовед еще, давайте так. Где-то они столкнулись с тем, что, может быть, вы уже не ведетесь на их провокации, манипуляции. Более того, у вас доступ к знаниям
даже тем, которые им недоступны. То есть у вас видение жизни другое, иное. Повторюсь, вот вы как-то это даже транслируете, и они это считывают, что они это они, а вы это вообще другая история. Тут нет того лучше, кто-то хуже. Тут вообще нет вашего высокомерия. Нет, просто вам как будто бы не прощают это. То, что вы где-то пренебрегли их компанией, их типа а-ля значимым каким-то мнением. Такое, как будто не простили вам это. Ну да, вот смотрите, карта шабаш, ведьма. Вы-то ведьма, но у них типа шабаш свой, у них своя компания. И вы как будто бы были, принадлежали раньше к этой компании. А сейчас как будто как отделились. Вы выбрали свой путь, свою дорогу, карта крест. Где-то так даже, может, вы и... да, где-то даже не то, что там вы сожалеете о том, что вы... Кому-то, можете, сожалеете, да, если вы в моменте открылись у вас глаза, и вы поняли, с кем вы имеете дело. Может быть, сожалеете даже, что много времени потратили на эти какие-то то ли пустые разговоры, на этих каких-то дамочек, которые ни о чем, да, которые подпитываются там этими сплетнями. Тут чуть-чуть другая суть. Тут суть в том, что вы изначально другая даже были. Ну да, и основа основ в сердце. Вы, может, были искренне. И вам важнее, там, можете иметь одну, максимум там 2, максимум 3 подруги, скорее всего, даже одну, чем вот какое-то огромное количество, типа а-ля подруг, которые тут же за вашей спиной что-то тут, такое, как вытворяют, да. Да, и вы понимаете, тут ангел-демон, вам в лицо могут улыбаться, да, а за спиной тут творить всякую дичь, и это как бумеранг по-любому прилетает. Ну вот, как-то так. Мне сегодня такой расклад. То есть, если, я думаю, вы подальше от них держитесь, а тут по этим картам действительно вы так уже как будто дистанцию держите, то это самое лучшее, то, что вы можете придумать в этой ситуации. Да. И внешнее влияние работает только там, где есть внутренняя уязвимость. А вы уже вашей, не знаю, как это, дистанцированностью, тем, что вы эту дистанцию держите, тем, что вы понимаете, с кем вы имеете дело, у вас уже вот эта вот внутренняя уязвимость, она пропала. И они это прекрасно понимают. Даже вот по карте ведьма, это же о том, что фиг вами поманипулируешь. Они там что-то пытаются даже как-то, может, там, язвительно, подколоть вас. Если раньше вы там улыбались, там, может, смеялись, там, а сейчас вы в ответ можете точно так их как-то подколоть. И это все считывается, девочки. Никакие чужие мысли сами по себе не формируют твою реальность. Они могут только усилить то, что уже есть внутри. То есть, если вы на каком-то там этапе, да, в жизни, да, воспринимали себя там в чем-то, какие-то свои недостатки вы знали, типа это недостатки, и вас тут же эти дамочки могли подкалывать, да, как клевали, и усугубляли это все, то на вас это могло действовать. Если сейчас вы знаете себе цену, знаете, чего вы хотите, знаете, с кем вам точно не по пути, то их попытки вас там задеть, это все вообще в никуда, ни о чем. Поэтому самое главное, фокус держим не на том, кто смотрит или думает негативно, а на том, насколько ты устойчива в своем состоянии. Потому что там, где есть внутренняя ясность и опора, чужое напряжение, оно не закрепляется. То есть их все вот эти негативные выпады, вот эти вот энергетические, я уже не знаю, попытки там задеть вас, да, негатив какой-то, он просто не закрепится, он просто мимо пролетает. Это все просто остается чужим и не становится частью вашей жизни. Все, мои хорошие, спасибо огромное за то, что вы были со мной. До новых встреч. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.